Третья неделя Великого Поста – это крестопоклонная неделя. Мы читаем из Евангелия от Марка. «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и моих слов, роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Здравствуйте, друзья! Третье воскресенье Великого Поста – это крестопоклонная неделя. Она вся посвящается, неделя, конечно, по-церковнославянски – это воскресенье, поэтому это крестопоклонное воскресенье, третье воскресенье Великого Поста. Но вот следом за этим днем идет четвертая седмица Великого Поста, и она вся посвящается, считается крестопоклонной и посвящается размышлениям о кресте и о значении нашего крестоношения. Мы находимся ровно в середине Великого Поста. И вот что исторически, что такое вот эта крестопоклонная неделя. Мы знаем, что 6 марта в Константинополе отмечали праздник перенесения частицы креста Господня в Константинополе. А потом этот праздник перенесли к третьему воскресенью поста. И вот в этой четвертой седмице Великого Поста, который начинается с понедельника, со следующего дня, повторяются какие-то литургические элементы первой седмицы. Также мы знаем, что с крестопоклонной седмицы в древнем Константинополе начиналась подготовка оглашенных к крещению. В каком-то смысле это какое-то новое начало поста в самой его середине. Великий пост для православных христиан сравнивается с пребыванием евреев в пустыне. Они 40 лет были в пустыне, так долго они выходили из рабства египетского. Вот в середине этого длинного пути евреи страдали от жажды. Народ, конечно, жаловался, что вот нечего пить, и они очень часто взывали к Моисею. И вот они шли и пришли в место по названию Мерра, где было очень много воды. Все, конечно, обрадовались. Но, увы, эта вода оказалась очень горькой. Настолько горькой, что она была непригодной к питью. Вот что делать? И тогда Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево. И вот Моисей взял одну из веток этого дерева, бросил в воду, и вода сделалась вдруг сладкой и пригодной для питья. В этом православная церковь видит некий образ, некую метафору. Что такое крест? Вот в это время, в этот день православная церковь выносит на поклонение животворящий крест.
в середине Четыредесятницы, то есть Великого Поста. Почему это так? Потому что крест напоминает нам об этой палке дерева, об этой ветви дерева, которая сделала горькую воду сладкой. Также и крест делает каждое страдание приемлемым. Страдание – это как горькая вода. И сколько ее вокруг, сколько ее в жизни. И особенно, давайте честно будем признаваться, в последнее время. Сколько страданий, сколько горечей. Конечно, все мы не любим страдания. Наша человеческая природа противится страданию. И это правильно, потому что страдание – это последствие первородного греха. И поэтому любовь к страданию – это даже, в общем-то, патология. И тем не менее, церковь поет «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко». А как можно поклоняться кресту? Ведь крест – это символ мучения и страдания. По крайней мере, так было в Римской империи во времена земной жизни Иисуса Христа. Но вот как раз с тех пор, как Христос был распят на кресте и взял на себя все наши страдания, сам крест стал для христиан символом победы. Мы все помним историю с императором Константином, который и читал «Сим победишь», то есть этим знаком ты победишь. Жертвенность – это высшая форма любви. Христос говорит, нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь свою за друзей своих. А вот в положенном на сегодняшний день евангельском чтении Христос нам говорит удивительные слова. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Вот это парадоксальная логика Евангелия. Значит, мы не должны пытаться во что бы то ни стало сберечь душу, то есть жизни. Мы не должны бежать от страдания. С другой стороны, конечно, не всякая трудность, не всякое испытание есть крест. Крестом испытаний, тяготы, трудности становятся лишь тогда, когда мы стараемся нести их хотя бы с согласием, если не добровольно. Крест – это то, что делает вот эту горечь сладкой. Ровно так же, как мы видели, было с Моисеем и избранным народом. Крест – это оружие, с которым мы можем победить страдания. Поэтому мы можем не бояться страданий, не прятаться от него. Обо всем этом церковь нам напоминает в самой середине Великого Поста. Вот перед нами вся неделя крестопоклонная. Будем размышлять и думать о том, какое место занимает крест в нашей жизни, как мы относимся к страданию, способны ли мы его принимать и преодолеть с помощью воскресшего Христа. Но а раз мы находимся в середине поста, надо еще нам думать, может быть, мы мало успели пока в этой первой половине поста. Может быть, мы не каждый день читали Евангелие, может быть, мы не смогли отказаться от многого и сосредоточиться на единственное важное. Но, дорогие друзья, впереди еще вторая половина поста. Мы можем начинать сначала. Вот как раз с этого дня когда-то в церкви начинался и пищевой пост. Давайте начнем сначала. Давайте попробуем еще раз. Но только будем помнить о том, что крест и есть и то, что делает сладкой и пригодной для питья вот эту горькую воду.
вот эта горькая вода становится сладкой. Не будем об этом забывать.